Первая мировая война должна была быть недолгой и блестящей. Но к 1916 году, в условиях нового вида индустриальной войны, число погибших возросло до миллионов, и конца этому не предвиделось. Морская блокада привела к нехватке продовольствия и топлива по всей Европе. В то время как тысячи женщин вышли на работу, заменив мужчин, отправленных на фронт. Все стороны готовились к длительной войне. Война длится уже 1,5 года. Союзники продолжают сражаться с центральными державами, к которым недавно присоединилась Болгария. На море британцы поддерживают морскую блокаду Германии, препятствуя импорту продовольствия и другого жизненно важного сырья. В ответ немцы блокируют Британию с помощью подводных лодок, но они вынуждены ограничить свои атаки, чтобы не провоцировать нейтральные США, чьи граждане уже попали под перекрестный огонь. На Западном фронте французские, британские и бельгийские войска окопались напротив немцев, обе стороны оказались в кровавом тупике позиционной войны. На Восточном фронте русские закончили свое долгое отступление и стабилизировали линию фронта, но их армия понесла огромные потери. На Итальянском фронте итальянские войска предприняли серию дорогостоящих, безуспешных атак на мощные оборонительные линии Австро-Венгрии. На Балканском фронте центральные державы оккупировали Сербию, армия которой вынуждена совершить отчаянное отступление через Албанские горы. 5 января австро-венгерские войска атакуют Черногорию. Их задерживают в битве при Майковаце, но через 3 недели Черногория вынуждена капитулировать. На Кавказском фронте русские начинают внезапное зимнее наступление против Османской империи. 6 недель спустя русские войска занимают город Эрзурум. В апреле они захватывают черноморский порт Трапезунд. Тем временем британцы переправляют 2 моторные лодки на озере Танганьика в Африке. Наконец, они прибывают после 16 тысяч километров путешествия по морю и суше и помогают перехватить контроль над стратегически важным озером у местных немецких войск. В том же месяце в германском Камеруне немецкие войска, осажденные в форте Мора в течение 18 месяцев, капитулируют перед союзниками. Это знаменует собой окончание кампании в Камеруне. Всем привет! Это канал «Эпичная история». Из-за событий в Украине недавно YouTube отключил монетизацию в России. Это означает, что наши доходы сильно сократятся. Мы никогда не делали рекламы, до сих пор полагались только на доходы канала, однако производство видео – дорогостоящий процесс. Вы можете поддержать нас донатом через DonatePay, сбор Тинькофф или в Telegram-канале. Возможно, сам YouTube будет заблокирован в России. Поэтому настоятельно просим перейти по ссылкам в описании или в закрепленном комментарии и подписаться на наш Telegram и ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий. Это было самое интересное, чем нам приходилось заниматься. У нас еще есть проекты, которые хочется реализовать. Спасибо за то, что вы с нами. На Западном фронте немцы наносят сокрушительный удар по французскому городу-крепости Верден. Немецкий генерал Эрих фон Фалькенхайн знает, что Франция будет защищать этот символический город до последнего человека. План, по его собственным словам, состоит в том, чтобы обескровить Францию при обороне. Это стратегия истощения. Верден становится одним из самых страшных сражений войны. Мясорубкой, где пехотные дивизии уничтожаются почти так же быстро, как их вводят в строй. В Британии 1 миллион человек уже вызвались добровольцами на военную службу.
Но правительство понимает, что этого недостаточно. Великобритания становится последней крупной державой, которая вводит воинскую повинность. Той весной на Западном фронте британские войска последними получили стальные каски. Характер окопной войны приводит к высокой доле ранений в голову. Немецкий Штальхельм, французский шлем Адриан и британский стальной шлем Марк-1 обеспечивают ограниченную защиту от осколков снарядов и шрапнели. Нейтральная Португалия сотрудничает с англичанами, что кажется ей наилучшим вариантом для удержания своей африканской колонии Анголы. 9 марта Германия в ответ объявляет ей войну. На Восточном фронте Россия начинает наступление у озера Нарочь, чтобы ослабить давление на французов у Вердена. Но это катастрофа. Потери русских составили 100 тысяч человек. Атака не смогла отвлечь немецкие войска. В Дублине ирландские республиканцы поднимают вооруженное восстание против британского правления. Оно стало известным как Пасхальное восстание и было подавлено после 6 дней уличных боев. На Ближнем Востоке после 5-месячной осады британские войска в Эль-Куте капитулируют. Генерал Тауншенд ведет 9 тысяч британских и индийских солдат в плен. Около половины из них позже умирают от голода или болезней. Великобритания хочет получить поддержку арабов в борьбе против Османской империи, поэтому она пообещала их лидерам независимое государство после войны. Но теперь Британия и Франция тайно подписывают соглашение Сайкса-Пико, планируя после войны разделить Ближний Восток на британскую и французскую зоны контроля. Не зная об этой сделке, Хусейн ибн Али, шериф Мекки, возглавляет восстание арабов против османского владычества. В битве при Мекке его войска захватывают контроль над священным городом. На итальянском фронте австро-венгерские войска начинают внезапную атаку на Осияго. Итальянцы отступают. Войска противника готовы прорваться в Северную Италию. В том же месяце в Северном море германский флот сталкивается с британским в Ютландском сражении. В единственном крупном морском сражении войны британцы несут более тяжелые потери, но заявляют о своей победе, поскольку немецкий флот отступает и не выходит из своей базы до конца войны. На лето 1916 года союзники запланировали крупные наступления против центральных держав с востока и запада. Сейчас они нужны как никогда, чтобы ослабить давление на французов в Вердене и итальянцев в Осияго. Русские начинают атаку первыми. На Восточном фронте генерал Алексей Брусилов тщательно сохраняет элемент внезапности. Его войска прорывают вражеские линии, в некоторых местах продвигаясь на 100 километров, и берут 200 тысяч пленных. Эта блестящая, хотя и дорогостоящая атака русских достигает своей цели, поскольку центральные державы вынуждены перебрасывать войска с других фронтов для укрепления обороны. В море британский крейсер HMS Хэмпшир, направлявшийся в Россию, подорвался на мине и затонул у берегов Оркнейских островов. Среди 650 погибших легендарный военный министр Великобритании лорд Китченер. 3 дня спустя в Адриатике итальянский военный корабль «Принцип Умберто» потоплен немецкой подводной лодкой. Это самое смертоносное потопление за всю войну. Погибло 1900 человек. На Западном фронте Великобритания и Франция начинают свое главное летнее наступление – битву на Сомме. На прорыв возлагаются большие надежды, но первый день оказывается катастрофой.
Длительный артиллерийский обстрел союзников не смог сломить немецкую оборону, а волны британской пехоты были уничтожены пулеметным огнем во время продвижения в нейтральную землю. За несколько часов британцы несут потери в 57 тысяч человек, треть из них убиты. Это худший день в истории британской армии. Но приказано провести новые атаки. Битва будет бушевать еще 5 месяцев. Воодушевленная продвижением России, Румыния присоединяется к союзникам. Но несмотря на первоначальное успешное продвижение в Трансильвании, она быстро сталкивается с контрнаступлением немецких, болгарских и австро-венгерских войск. Союзные войска в Салониках пытаются поддержать Румынию, начав собственное наступление на Монастир. Им удается добиться небольших успехов, но упорное болгарское сопротивление препятствует прорыву. На Западном фронте генерал фон Фалькенхайн наконец прекращает наступление на Верден. Французская армия выполнила обещание своего командира генерала Нивеля «Ils ne passeront pas» – «Они не пройдут». Но победа дается страшной ценой – 365 тысяч человек. Немцы потеряли почти столько же. Верден остается одной из самых кровопролитных битв в истории человечества. За поражение при Вердене Фалькенхайн был уволен. Герои Восточного фронта фон Гинденбург и Людендорф берут на себя командование на Западе. Тем временем продолжается битва на Сомме. Около деревни Флер британцы представляют новое оружие, которое, как они надеются, сможет вывести их из тупика. Оно называется танк. Но несмотря на некоторые успехи, первые танки слишком малочисленны и склонны к механическим поломкам, чтобы оказать реальное влияние. На Восточном фронте завершается Брусиловский прорыв. Оценки потерь сильно разнятся, но очевидно, что обе стороны понесли катастрофические потери. Ни русская, ни австро-венгерская армии так и не смогли полностью восстановиться. На итальянском фронте в течение всей осени идут тяжелые бои. Итальянские войска совершают многократные и дорогостоящие атаки на австро-венгерские позиции вдоль реки Изонца. Битва на Сомме подходит к концу в условиях осеннего дождя и грязи. Союзники продвинулись на 16 километров ценой потерь в 600 тысяч человек. Немецкие потери составляют около 450 тысяч человек. Союзники убеждают себя, что это выигрышная стратегия, потому что при таких темпах Германия первой исчерпает людские ресурсы. В это же время Румыния не выдерживает давления. Страна оказывается захвачена центральными державами. Румынские войска несут потери в 250 000 человек. Остатки ее армии занимают позиции рядом с русскими на Восточном фронте. Той зимой умирает Франц Иосиф, император Австрии с 1848 года. Ему наследовал его внучатый племянник Карл. В Великобритании премьер-министр Герберт Асквит вынужден покинуть свой пост. Его сменил Дэвид Ллойд Джордж. В то время как генерала Жофра на посту французского главнокомандующего сменяет генерал Нивель, который обещает победу путем смелых и агрессивных действий. На фоне происходящих событий попытки президента США Вудро Вильсона выступить посредником в мирном урегулировании ни к чему не приводят. Ни одна из сторон не желает идти на уступки. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Ният М.